Всем привет! Я рада, что вы заглянули на мой канал. Меня зовут Ксения, и сегодня мы с вами будем распаковывать вместе мои новые покупки. Те, кто подписан на мой инстаграм и следит за моими сторис, уже видели этот небольшой пакетик, в котором куча новых покупок. Каждую покупку мы откроем с вами вместе. Я их, кстати, еще после магазина не распаковывала, поэтому давайте уже приступим. Итак, первыми мне попались вот такие вот бусины. Производитель достаточно популярный. Это 6 мм, 50 штук. Цена таких бусин в рукодельном магазине 70 рублей. Кстати, напишите, если вы покупаете такие же бусины, нравится ли вам качество. Сразу проверим с вами, ровные ли бусины нам попались. Кстати, мне очень нравится их покрытие. В принципе, я бы не сказала, что эти бусины прям слишком износостойкие, но вот сколько бы браслетов я ни делала, у меня все бусины до сих пор держатся, хотя я их активно ношу. Цвет очень приятный, такой нежно-розовый. Уберу пакетик от вас подальше, чтобы он сильно не шуршал. Следующие бусины у меня 4 мм. Это тоже Златка. И цена такой упаковки бусин 45 рублей. Цвет я взяла светло-коричневые. Почему-то на камере они кажутся более золотистыми. Но в жизни это, скорее всего, персико-коричневый оттенок. Давайте откроем и посмотрим поближе. Я уже вижу, что все бусинки ровные, без брака. И в упаковке тоже. Мне нравится брать такие бусины, еще раз повторюсь. Цвета у них очень интересные. Итак, далее смотрим, что же я приобрела. Это были вот такие вот бусины пластиковые. 100 штук уже идет в пакете и размер 3 на 6 мм. Цена таких бусин составила 68 рублей. Тоже довольно недорого. Откроем и посмотрим их немножко поближе. Все бусины на этот раз я высыпать снова не буду. Посмотрите, ну, в принципе, вот вижу здесь небольшой какой-то мусор. Отход, я бы так бы сказала. Его я сразу уберу. Вот здесь уже, видите, попадаются какие-то не совсем с ровными углами. Но я бы не сказала, что это слишком критично. Цвет у этих бусин немножко с персиковым отливом. Мне нравятся такие оттенки. Кстати, такие бусины я, скорее всего, буду использовать в расшивке каких-нибудь длинных колец. Если постоянно расшивать работу только круглыми бусинами, вы можете заметить, что колечко, оно немножко у нас стягивается, а иногда хочется более выпуклую форму. И вот как раз такие бусины отлично для этого подойдут. Далее у меня снова 6 мм. И цена таких бусин, опять повторюсь, 70 рублей. Фирма точно та же. Я просто с одного стенда стала выбирать интересующие меня оттенки. Давайте откроем, посмотрим поближе. Ого, вот этот цвет, честно, он просто нереальный. Все-таки в упаковке не так красиво смотрелись бусины, как они смотрятся сейчас. Он какой-то, знаете, немножко такой даже космический, темно-серый с голубым отливом. Даже не голубым, а фиолетово-синим, что ли. Не могу точно определить оттенок. В принципе, кстати, камера передает оттенок правильно. Они у меня и в жизни точно такие же. Цвет просто бомбезный. Я уже даже представляю, как какой-нибудь красивый браслет разошью такими классными бусинами. Качество бусинок, как вы могли видеть, вот с такими небольшими зацепами вот здесь вот. Но в принципе это не страшно. Просто отрываем их либо ножницами, либо руками, и они уже становятся ровными. О, вот у меня еще, кстати, упаковка длинных бусин. Это опять 3 на 6 мм. Цена такой упаковки 68 рублей. И цвет у меня уже более коричневый. Хотя нет, неправильно. Это не коричневый, это, скорее всего, фиолетовый с серым. Потому что отлив
идет именно фиолетовый. Жаль, на камере не видно, они кажутся темно-серыми. Давайте откроем, посмотрим. Возможно, без упаковки бусины будут смотреться немножко по-другому. Нет, к сожалению, смотрите, все равно они кажутся именно сероватыми. На самом деле здесь немножко присутствует фиолетовый оттенок. Очень жаль, что этого не видно. Почему я брала такие оттенки? Скажу сразу, потому что у меня есть похожие цвета, и мне хотелось расшивать свои работы какими-нибудь двумя цветами, сочетающимися между собой. Вот, например, вот этот оттенок подойдет к моим коричневым бусинам, которыми я расшивала свою последнюю работу. У меня в этой работе присутствует два разных коричневых оттенка, и вот этот оттенок, в принципе, подошел бы третьим. А также у меня есть более рыжего оттенка бусины, крупные и мелкие. Туда тоже эти бусины подойдут. Розовые тоже, в принципе, я сейчас вам покажу. У меня есть сопутствующий, дополняющий их оттенок. Надеюсь, что он мне попадется следующим. Что же за оттенок нам попался? Так, это у меня опять 6 миллиметров. Цена снова 60 рублей упаковки, 50 штук. И цвет здесь коричневый. Как видите, в принципе, можно сочетать и с такими бусинами, и с розовым оттенком. Тоже, кстати, будет смотреться довольно интересно. То есть цвета я старалась брать универсальными. В принципе, можно эти бусины не открывать, хотя нет, давайте все-таки посмотрим, как они у нас выглядят на свету, поближе, без упаковки. Ой, какой же красивый, насыщенный коричневый. Все-таки мои бусины, которые я использовала в работе, если честно, очень жаль, что камера не передает разницы в этих бусинах. Они кажутся на камере прям почти идентичными. Но бусины, которые я использовала в браслете, имеют немножко золотистый подтон. А вот эти бусины именно фиолетовый перламутровый отблеск. Скорее всего, этот цвет раскроется, если сочетать его с таким же фиолетовым оттенком. Вполне вероятно, что это бусины просто из разных партий. А цвет, номер цвета соответствует тем же, что я использовала в своем браслете. Итак, у нас теперь снова 4 миллиметра, и это уже персиковый оттенок, четко персиковый прям цвет здесь присутствует. Я люблю такие цвета пастельные, люблю коричневые оттенки. Кто мог заметить, на моем канале я все-таки часто использую коричневые цвета в работе, мне это очень нравится. Ну прям, я не знаю, мне так нравится, как смотрятся эти бусины на камере, и в жизни они настолько красиво блестят. Все-таки в обычных магазинах тоже можно найти достойные бусины. Так, откладываем в сторону, смотрим дальше. Еще я взяла вот такой небольшой пакетик бусин, я думаю, это точно такая же упаковка, просто, скорее всего, в магазине она порвалась, и они продают ее немного со скидкой. Такой пакетик стоил 40 рублей. Вот, кстати, в упаковке они почему-то кажутся темнее. Ну и сочетать их можно будет как с этими, так и с розовыми, и с кремовыми. И, в принципе, цвет универсальный. Применить его можно везде. Кстати, в этом пакетике количество увеличено, потому что если вот здесь вот 100 штук, явно видно, что здесь их чуть-чуть, а здесь, скорее всего, ну, штук 200-250. Пересчитывать я не буду. Просто зрительно сразу видно, что пакетик намного больше, чем вот эти. Ну и теперь пришло время для последней моей покупки, которую я сделала в магазине. Это ниточки Капрон, которые вы, кстати, очень часто можете видеть на моем канале. Это были первые нитки, которые я стала использовать для анкарса. Мне очень нравилось. До момента, пока я не попробовала Лавсан и Вегу. Вначале я попробовала Вегу, а потом уже Лавсан. В плотности, конечно, Капрон уступает. Вот, посмотрите, предыдущий браслет я плела из Лавсана. У него все-таки, согласитесь, мне кажется, оттенок чуть благородней. Ниточки выглядят побогаче по оттенку. А это вот сам Капрон. Очень экономичный, хороший вариант для того, чтобы просто научиться плести. Из них хорошо плести как и однослойные, так и многослойные изделия. Главное выбрать для себя толщину. Здесь ниточки у меня достаточно тонкие, такими нитками я, скорее всего, буду плести либо в 2, либо в 3 сложения. Нет, скорее всего, в 3. Все-таки этого маловато. Но если вы хотите какие-то совсем прям микро изделия сплести, то лучше и в 2 сложения.
Цена, кстати, таких ниточек была у меня 40 рублей. Я периодически захожу в магазин, смотрю, какие оттенки новые привозят, потому что иногда бывают действительно очень интересные и необычные оттенки. Не просто какой-нибудь синий, оранжевый, белый, черный. Их я нахожу очень часто в магазине, но вот такой вот оттеночек кремово-рыжий попался мне в этот раз. Итак, теперь мы переходим к покупкам, которые я сделала с сайта AliExpress. Не стала отдельно снимать про него видео, потому что в этот раз мне пришло не так много посылок. Это, скорее всего, были остатки с предыдущих моих заказов. И вот, давайте покажу вам вот такие стразы, которые пришли мне, кстати, в 3 оттенках. Сейчас по памяти я не смогу вам вспомнить и точно назвать цену. Укажу вот здесь внизу. И вот таких вот 3 оттенка. Здесь у меня пришел такой вот светлый оттенок, персиковый. Ну, в принципе, мне качество нравится. Давно хотела заказать, но все никак у меня не получалось. И вот, наконец-таки, они пришли. Кстати, их достаточно долго ждала. Заказ у меня почему-то пришел в каждом пакетике по отдельности, то есть не все вместе, хотя это один и тот же продавец, но пришли все в разных индивидуальных упаковках и с разницей в пару дней. Вот светлые у меня были кремовые, теперь черные также взяла. Кстати, в описании под видео я также укажу ссылки. Вы всегда сможете пройти и посмотреть. Далее здесь черный, но вы знаете, он немножко в зеленовизну, какой-то вот немножко зеленый оттенок отдает, или мне так кажется на камере, хотя нет, наверное, да, немножко есть оттенок, отсвечивает, но это скорее всего не черный даже, а серый. Ну, тоже брака я особо не вижу. Они, кстати, пришивные у меня, поэтому использовать скоро буду в следующих своих мастер-классах. Еще пока не придумала никаких новых схем с ними, но идея у меня уже есть. И последние светлые, просто обычные, белого цвета. Тоже неплохо. Их, кстати, даже непонятно, где у них тут верх, где низ. Прям совсем малютки. Ну, вот они, маленькие такие, блестящие. Ну, интересная вообще вещь. Я в основном, конечно, бусинами расшивала, гранеными, круглыми, овальными, разными, но только не вот такими стразиками. Теперь попробую их в работе. И последняя моя была посылка, которая мне пришла. Это вот такие вот 8-миллиметровые бусины. И у них эффект есть интересный. Почему я их и заказала? Это они, знаете, как 3D идут. Вот посмотрите, они кажутся, как будто бы у них двойной слой покраски. То есть вот они сверху одного цвета, как будто бы, а внутри другого. А на самом деле это просто такое интересное покрытие они имеют. Кстати, на камере они немножко по-другому передаются. Также укажу на них ссылки в описании, поэтому если вам интересно, проходите, смотрите. Всегда можете себе тоже такие заказать. По качеству, в принципе, все, ну, такие средненькие, потому что вот место, где у нас есть отверстие, оно попадается чуть-чуть со сколами. Этого будет незаметно, если мы дополнительно по бокам будем еще надевать в работу еще дополнительно какие-нибудь маленькие бусинки. Тогда этого не будет заметно. А если просто их пришивать, то будет выглядеть, если честно, не очень. Хотя вот сам вот этот вот 3D эффект очень интересно смотрится. Вот я впервые такие бусинки увидела и решила себе тоже такие взять. Кстати, я заказала их 2 пакетика, второй у меня уже убран. Не стала я его доставать для демонстрации. Пока еще в работе не пробовала, но выглядит достаточно добротно. Вот, то есть вот если их поскребсти, вот так вот чуть-чуть, ничего здесь не отлетает, все держится. Покрытие хорошее. И цена недорогая. Единственное, очень долгая доставка у этих вот всех вот моих покупок. Вот, у страз и у этих бусин очень была долгая доставка. Ну что же, на этом я хочу закончить сегодня свое распаковочное видео. Если вам было интересно, то не забывайте ставить мне лайки, а также подписывайтесь на мой канал. Также пишите комментарии, если вы
покупаете что-то подобное для себя. Возможно, какие-то бусины вы тоже используете в работе так же, как и я. И очень было бы интересно почитать, продаются ли у вас такие капроновые нити, как у меня в магазинах. Потому что это очень бюджетный вариант для плетения фриволите. Ну что же, на сегодня я прощаюсь с вами. До новых встреч. Пока-пока.